Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок, поехали! Сегодня я для вас начала нарезать на кусочки один из моих любимейших прямых эфиров. В принципе, он не только мой любимейший, но и ваш, потому что отработок с этого прямого эфира было больше всего. Сегодня я вам покажу первый дизайн из этого эфира, мы его тогда обозвали «Желейные розы». Итак, смысл создания этого дизайна в том, что мы на одном уровне прокладываем частично элементы розы, самой обычной трафаретной розы, которая, опять же, урок по ней есть у меня на канале, ссылочку на него я вам оставлю в описании. Итак, начинаем создавать трафаретную розу, но каждый слой лепесточков мы перекрываем при помощи полупрозрачного слоя цвета. В данном случае в качестве полупрозрачного цвета я взяла не витражи, а взяла обычный гель-лак плотный, но наносила его очень-очень-очень тоненьким растирающим слоем. То есть мы снимаем весь гель-лак с кисточки, у нас остается на кисточке совсем мало материала, и мы его буквально-таки втираем в поверхность нашего ноготка. Благодаря именно вот такому вот тонюсенькому слою цвета у нас не создается лишняя толщина нашего готового дизайна. То есть здесь у нас цвет не дает совершенно никакой толщины, и разводы, которые у нас получаются на этом слое, тоже не имеют совершенно никакого значения, потому что в дальнейшем, перекрывая еще несколькими слоями вот такого полупрозрачного цвета, мы добьемся равномерности покрытия, но при этом наши розы будут вот в таком вот желейном состоянии. Именно благодаря вот такому переслоению цвета у нас получается дополнительная глубина нашего дизайна. То есть мало того, что на нижнем слое лепестков у нас в конце концов получается очень плотный темный цвет, получается мы затемняем нашу серединку и добавляем ей глубины. Еще плюс к этому у нас идет физический объем, то есть у нас видно, что у нас слоями проложены наши лепесточки. Ну, собственно говоря, на этом, я думаю, вам все понятно. Дальше продолжаем в том же духе. Единственное, что этот дизайн будет довольно-таки длителен из-за того, что на нем очень много просушки. То есть нам нужно просушить каждый слой лепесточков, потом просушить каждый слой перекрытия. Но если выполнять его одновременно на двух ручках нашего клиента, то, соответственно, время сводится к минимуму, потому что пока мы рисуем вторую руку, первая у нас просыхает в лампе. Ориентировочное время выполнения данного дизайна на 4 пальчика двух рук составит где-то приблизительно 20 минут.
После того, как мы проложили все уровни наших розочек, верхний уровень мы будем делать уже без перекрытия цветом. То есть мы взяли, смешали розовый оттенок из белого цвета и того цвета, которым мы перекрывали наши розы, чтобы получился именно тот оттенок, только в светлом варианте. И именно этим светлым оттенком мы прорабатываем лепестки нашей розочки, пробегаемся по краям, даем им светлые блики и добавляем самые яркие верхние лепесточки наших роз. Перекрываем наш практически готовый дизайн слоем финишного покрытия и поверх просушенного финишного покрытия делаем небольшую тоненькую белую прорисовку, которая добавит нам еще больше объема нашему дизайну. Вот, собственно говоря, и все, наш дизайн готов. Надеюсь, вам понравилось. На самом деле, это один из любимых моих вариантов розочек. И, собственно говоря, очень-очень многие девочки эти розочки повторили, а теперь повторить будет удобнее и вам, потому что не нужно его искать в прямом эфире. Ну, а завтра я вам выложу следующую часть из этого эфира, другие розочки. Поэтому встретимся с вами завтра. Ну а на сегодня всем до новых встреч. Пока-пока.